Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители моего канала. С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня 20 марта 2026 года. И я подготовил для вас полный и детальный разбор вчерашнего судебного заседания 19 марта 2026 года, состоявшегося в Шевченковском районном суде города Львова по делу об умышленном убийстве профессора, известной лингвистки Ирины Фарион, обвиняемой Вячеслав Зинченко. Я расскажу все, как было на этом заседании, что должно было произойти по плану, что произошло на самом деле, почему возникли отклонения от плана, дам юридическую аналитику и честно разберу, что из случившегося сыграло в пользу Зинченко и его защиты, а что, наоборот, в пользу обвинения и потерпевшей стороны. Итак, по порядку. Вначале я хочу опять же призвать вас к тому, чтобы кто не подписан, подписывался на мой канал, ставил лайк этому видео для того, чтобы оно распространялось, чтобы люди могли знать правду. Комментируйте, пожалуйста, то, что вы услышите. И по возможности донатьте. Реквизиты будут в описании, в первом закрепленном под видео комментарии. И также вы можете использовать для этого QR-код, который видите на экране. Итак, начнем. Что должно было быть по плану заседания? Заседание было запланировано как продолжение судебного следствия. Во-первых, допрос ключевого свидетеля. Это соседка Фарион, которая наблюдала подозрительное лицо во дворе дома на улице Масарика, 3, там, где жила Фарион, за 2 недели до ее убийства. Второе. Планировался полный осмотр вещественных доказательств, а именно мобильного телефона Зинченко и системного блока, которые были изъяты при обыске в Днепре. Далее планировалось обсудить ходатайство и подготовиться к допросу эксперта Василия по химическому анализу металлического фрагмента, извлеченного из головы потерпевшей. И, наконец, планировалось рассмотрение просьбы защиты о продолжениях или о перерыве судебного рассмотрения в связи с отсутствием одного из адвокатов. Что же на самом деле произошло и почему? В начале заседания, после его открытия, обвиняемый Зинченко сразу заявил ходатайство о перерыве, поскольку основной защитник, назовем его так, по допросу свидетеля, Владимир Вороняк не смог присутствовать по состоянию здоровья. Второй защитник Игорь Сулима был в зале. Прокурор Дмитрий Петлеваный на это ходатайство возразил жестко. Он говорив, що за клопотанням Вороняка вже близько 8 разів відкладалися засідання з початку року. Це вже переросло в зловживання правом на захист. Кримінально-процесуальний кодекс зобов'язує нас захищати не тільки права обвинуваченого, але й права потерпілої, зважаючи на розумні строки розгляду. Поэтому прокурор настаивал на продолжении судебного рассмотрения. Также спросили мнение адвоката, потерпевшей Наталью Романек. Она заявила, что она вообще возмущена всеми этими задержками в судебном рассмотрении и заявила, что откладывание судебного рассмотрения было не только в связи
с заболеванием адвокатов, которое является, на ее взгляд, уважительной причиной, а также и в связи со смертью родственника адвоката. Кого она имела в виду, трудно предположить, но, по всей видимости, это был Игорь Сулима. У кого там из них умер родственник, я точно сказать не могу. Судья Петра Невойт с коллегами посовещался и таки решил продолжить заседание без Вороняка. То есть это было первым ключевым отклонением от обычной судебной практики, где присутствие выбранного защитника считается приоритетным. Почему? Суд посчитал, по всей видимости, право на защиту уже обеспеченным вторым адвокатом и наличием свидетеля в судебном заседании, которого нельзя было отпускать. Кроме того, Петро Невойт сказал, что сам Вороняк подал заявление с просьбой рассмотреть все вопросы в судебном заседании в его отсутствие. Далее допрос свидетельницы. Это пожилая соседка из 3-го подъезда дома на улице Масарика, 3 во Львове. Женщина четко рассказала, что за 2 недели до убийства, в течение 2 недель, она примерно 10 раз во дворе видела человека в яркой одежде, который постоянно сидел на лавочке, не менял эту лавочку, носил белые наушники и белую оправу очков. Она проходила мимо этого человека на расстоянии полуметра. Ни музыки, ни разговоров она не слышала. И в руках этой особы, этого человека, ни телефона, ни плеера она не видела. Этот человек общался с соседом Володей из 5-го подъезда и сказал, что сам он из Тернопольской области. На вопросы прокурора и защиты свидетельница призналась, что то ли это были наушники, то ли это была оправа для очков, такая цепочка. Она точно не может утверждать, говорит, що щось висіло, я в тому не розбираюся. Даже Петлеваный вложил себе в ухо белый наушник, но и это также не помогло. Свидетельница была не уверена, наушники ли это на самом деле, или это цепочка от очков. Щось висіло, да? Судья Невойт уточнил у нее возраст этой особы. Она ответила, что молодый, видно по дитине. То есть очень-очень молодой человек. Это то, что было по поводу допроса свидетельницы. Так сказать, запланированный 2-й этап, он прошел без сбоя, но детали были достаточно размытыми. Затем перешли к осмотру доказательств. После перерыва прокурор попросил закрытое заседание, чтобы не раскрывать личные данные специалиста кибербезопасности и личную информацию обвиняемого. Зінченко же громко возразил. Он заявил, що у мене секретів немає і приховувати мені немає що. Нехай журналисты бачать. Прекрасный ответ. Суд принял компромиссное решение. Он фото и видеосъемку запретил, но разрешил только аудиозапись осмотра вещественных доказательств, то есть системного блока и телефона. Сначала достали системный блок. Его распаковали, отметили даты изъятия. Вместе со специалистом управления кибербезопасности попытались включить этот системный блок. И это продолжалось примерно полчаса. Эти попытки включения этого системного блока, в результате вентилятор крутить, а система не реагує, то есть компьютер не стартует. Зінченко сразу же отреагировал на эту ситуацию. Он заявил, що якщо вентилятор крутить, це означає, що блок працює.
Наприклад, на блок живлення до цих пір є гарантія, но включить так и не удалось. Этот системный блок снова запаковали и опечатали. Суддя Нівойт прямо спросив прокурора, чи є інші спеціалісти, які зможуть включити його або пояснити, чому він не включився. Тобто признал проблему и дал поручение искать экспертов. Ну, я как эксперт, можно сказать, в этой области могу дать подсказку и прокурору Петлеваному, и стороне потерпевшей, и даже самому Петру Нівойту. Да? Если системный блок, в котором значит, блок питания работает, да, вентилятор крутится, а сама система не загружается, то есть не стартует, это означает, что какая-то проблема там либо в видеокарте, либо в материнской плате. Ну, самое простое – это проблема в материнской плате, потому что с момента изъятия уже прошло более года, и, как правило, в таких материнских платах есть батарейка такая. Эта батарейка садится, и если она села, то тогда питание материнской платы неполноценное, она не может стартовать систему. Поэтому дело простое, нужно просто взять новую батарейку и заменить старую, которая уже села. И тогда, ну, я думаю, что системный блок может стартовать без проблем. Вот. Иначе, ну, дальше я поясню, чем это может закончиться, если системный блок не стартует. Дальше мобильный телефон. Он был в режиме полет. Сим-карта удалена, Зінченко сразу отметил нарушение. Під час обшуку, он сказал, слідчий питав у мами пароль, а зараз пароля чомусь немає. Пароль кудись зник. Телефон лежав на дивані при затриманні, а при обшуку знайшли цей телефон під столом. Режим політ я сам не ставив. Специалист открыл телефон без пароля. Зінченко активно комментировал содержимое телефона. Изначально в телефоне было 60 тысяч фото, а во время исследования в судебном заседании оказалось, что фото всего 12 тысяч, то есть в 5 раз меньше. Это может свидетельствовать, вы сами понимаете, о чем. Книги по системному мышлению, психологии, маркетингу, роздумы про революции Франции Эдмунда Берка, работы Ежи Сармата, изображение одежды, музыка. Прокурор показал фото от 3 апреля 2024 года и спросил, узнает ли на этом фото Зінченко себя. Зінченко заявил, что нет, он себя на этом фото не узнает. Ну вот такой курьез возник во время этого исследования. Были также скриншоты и заметки, сделанные уже в СИЗО. Ну, что нужно сказать про режим полета? Опять же, я поработаю как эксперт. Если сим-карта в телефоне вытащена, то вполне вероятно, да, скажем так, что телефон автоматически перешел в режим полета, поэтому, значит, тут никакого нарушения нету в том, что телефон находится в режиме полета. Ну, что касается пароля, то да, действительно, это наводит на мысль, что телефон был взлома, да, то есть и возможность входа, несанкционированного входа в телефон была обеспечена. То есть если, значит, специалисты, которые исследуют телефон, следователи, значит, эксперты, они знают пароль, могут войти по паролю, то также, если пароль этот снят и возможность обеспечена входа без пароля, то в этот телефон может залезть кто угодно, да, и изменить то содержание, которое находится в телефоне.
Заседание завершилось объявлением перерыва, следующее назначено на 24 марта 12:00. Юридическая аналитика и оценка того, что же это значит, что было в судебном заседании. Ну, во-первых, плюсы, то есть то, что в пользу Зинченко и его защиты. Отказ в перерыве не стал катастрофой, потому что второй адвокат был на месте, активно работал, право на защиту формально соблюдено. Но суд, друзья, создал таким образом прецедент, который защита может использовать для обжалования решения как нарушение статьи 42 КПК «Право на выбранного защитника». Во-вторых, свидетельница дала размытые и неуверенные показания. Она не смогла четко отличить наушники от оправы очков, не видела телефон, не слышала ничего подозрительного, не опознала в той особе, которую она видела, Зинченко на 100%. Это классическая, слабая, косвенная улика, которую легко разрушить на очной ставке или на перекрестном допросе. Но нужно сказать, что еще по датам там были какие-то сдвиги. Четкий период того, как она видела этого человека во дворе, она заявила, что это 2 недели. Но она путает, значит, и пятницу с понедельником, то есть и 17 июля с 19 июля. Ну, то есть она заявила, что может ошибаться в этом деле, и это, ну, каким-то образом таки играет в пользу обвинения, потому что если это 2 недели, то тогда 19 минус 14 дней, это будет 5 число, то есть 5 июля Зинченко еще во Львове не было. Он появился во Львове только 9 июля. Но, тем не менее, информация есть по датам. Системный блок не включился. И это, друзья, мощнейший удар по обвинению. Значит, вентилятор работает, система молчит. Зинченко публично указал на гарантию блока питания и работоспособность системного блока. Суд вынужден искать новых специалистов, и это ставит под сомнение всю цепочку сохранности и исследования доказательств по статьям 98-99 КПК. Какие возможны версии? Ну, во-первых, то, что блок не запускается, это может быть результатом повреждения при изъятии. Или изначальная техническая неисправность, или даже умышленное вмешательство. Вот что на пользу Зинченко оказалось в этой ситуации. И далее, по телефону. Зинченко сам активно показывал содержимое, раскрывал все секреты. Это демонстрирует полную его открытость и отсутствие скрытых мотивов убийств. Он публично разоблачил возможные манипуляции следствия, то есть он заявил, что исчез пароль, это он, по его мнению, значит, манипуляции следствия. Потом положение телефона было изменено, то есть с дивана под кровать, режим полет поставлен кем-то другим, и это вот однозначно работает на создание разумных сомнений в виновности, которые трактуются в пользу обвиняемого согласно статье 17 УПК «Презумпция невиновности». И, наконец, судья вынужден был в такой ситуации задать прокурору вопрос о других специалистах, которые могли бы, значит, эту ситуацию исправить. То есть, как бы судья сам признал слабость доказательной базы обвинения, ну, что касается системного блока и в том числе телефона, что сыграло в пользу обвинения и потерпевшей стороны. Суд отказал в перерыве, продолжил, процесс идет, сроки не срываются, прокурор успешно защитил права потерпевшей,
и дочь Фарион неоднократно подчеркала важность разумных сроков. Во-вторых, свидетельница подтвердила присутствие подозрительного лица в яркой одежде, которая бросалась в глаза. Именно во дворе Фарион за 2 недели до убийства это лицо общалось с соседями, назвавшись, что он из Тернопольской области. Даже если детали размыты, это укрепляет версию обвинения о том, что преступник готовился к преступлению. В-третьих, значит, осмотр телефона прошел, обвинение получило доступ ко всему контенту. Несмотря на интеллектуальные книги, прокурор может позже вытащить отдельные фото, заметки или поисковые запросы как косвенное доказательство вины Зинченко. И дочь потерпевшей уже публично комментирует ситуацию с телефоном, что він сам себе топить. И это создает, кроме всего прочего, негативный информационный общественный фон, хотя юридически не имеет такое заявление силы. Кто там себя топит, трудно объяснить. Итак, общий вывод. Заседание стало смешанным, но скорее выгодным для стороны защиты. Обвинение не смогло добиться убийственного прорыва. Системный блок провалился. Свидетельница не дала железного опознания. Зинченко показал контроль и прозрачность, однако суд не дал остановить процесс. И это сигнал, что в дальнейшем он будет давить на сроки. Для стороны защиты это отличная площадка для дальнейшего оспаривания достоверности вещественных доказательств и подготовки ходатайств об исключении недопустимых улик. Значит, я думаю, что такие документы, такие ходатайства уже готовятся. Друзья, если вы за справедливость и поддерживаете презумпцию невиновности, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео, по возможности донатьте. В следующем выпуске мы разберем то, что будет 24 марта в судебном заседании и как защита будет бить по слабым местам обвинения, а как обвинение и потерпевшие будут отбиваться. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч. Справедливость восторжествует.